Я рада, что вы у меня на канале Клубок желаний. Сегодня будем вязать вот такие замечательные варежки с клином для пальца. Вязать будем из пряжи китайской пух-норки. Обзор на эту пряжу я делала, ссылочку вам оставлю. На сайте у производителя указано разный цвет этой пряжи и разный метраж. Вот, например, вот этот 4-й цвет 315 метров в 50 граммах. Вот этот 211 цвет 310 метров. 604 цвет 340 метров. И 804 цвет 340 метров в 50 граммах. Но на сайте у производителя указана одна и та же толщина нити. И зная толщину нити, мы можем определить расчетную длину нити. И расчетная длина получается 350 метров в 50 граммах. Вязать я буду из 2 ниточек основных и добавлять всего лишь одну дополнительную нить. Видео будет разделено на 2 части. В первой части видео снимем мерки, сделаем необходимые расчеты, запишем их на схему, и я объясню основные принципы провязывания варежки. Вторую часть видео я сделала в виде порядного мастер-класса. Буду вязать варежку вместе с вами на основании сделанных ранее расчетов и буду объяснять каждый ряд. Резинку варежки буду вязать на чулочных спицах номер 3, а основную варежку я буду вязать на круговых спицах 3,25. В работе пряжа мне понравилась. Вот эта варежка еще не постирана, но на ней уже виден пушок. А вот эту варежку я уже постирала, и она стала гораздо пушистей и гораздо мягче. Вот такие замечательные варежки у нас получились, и давайте вязать вместе. В прошлой части мы сделали все необходимые расчеты. Если вы не хотите делать расчеты по своим меркам, а будете использовать мои расчеты, то имейте в виду, что рука у меня маленькая. Вот мои мерочки, и плотность моего вязания может отличаться от вашего. Плотность вязания у меня 2,5 петли в сантиметре и 3 ряда в сантиметре. Все мерки, схемы и расчеты я оставлю в виде ссылочек под видео. Давайте приступим к работе. Нам необходимо набрать 38 петель плюс 1 петля дополнительная для замыкания в круг. Я буду набирать петли на спице номер 3, наберу 39 петель. Набирайте любым удобным для вас способом. Ссылочку на основные способы набора я вам оставлю. Я буду набирать простым способом, вот таким. Распределим набранные петли на 4 спицы таким образом, чтобы на каждой спице было число петель кратное 2, и вот одну петельку, которую мы связали лишнюю, я оставляю вот на первой спице, где нет этого хвостика. Проверьте, чтобы у вас петельки не перевернулись, чтобы косичка ровненько шла. Теперь наборный ряд нам необходимо сомкнуть в круг. Вот эту лишнюю петельку с левой спицы переносим на правую спицу, а последнюю петлю с правой спицы накидываем на эту лишнюю петельку. Так. И хвостики ниток затягиваем. Вот у нас затянулась петля. Вот эту петлю обратно я не переношу, оставляю на этой спице. И начинаю вязать резинку 1 на 1 по кругу.
1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И вяжем резинку длиной 5 сантиметров. Обратите внимание, что я вяжу бабушкиными петлями, и чтобы провязать бабушкины петли по кругу, лицевую нужно вязать за переднюю стеночку, так, а изнаночную за заднюю стеночку. Лицевую за переднюю, а изнаночную за заднюю. Лицевую так за переднюю, изнаночную за заднюю. Если же вы вяжете классическими петлями, то вы провяжете и лицевую, и изнаночную петлю за переднюю стенку. Если же вы вяжете восточными петлями, то вы провяжете и лицевую, и изнаночную петлю за заднюю стенку. Я оставлю вам ссылочку на видео, которое я снимала про методы провязывания петель. Посмотрите обязательно, как правильно провязывать бабушкины петли по кругу, чтобы не делать ошибки. Провязала я резинку 5 сантиметров. Теперь мне необходимо, вот обратите внимание, здесь у меня хвостик, значит начало вязания. Я распределяю петли. 20 петель мне нужно, чтобы было вот с этой стороны. Здесь я буду вязать рисунок. А с этой стороны у меня остается 18 петель. Провяжу еще один рядок, вернее не рядок, а вот только с этой стороны полряда резиночку. Мне это нужно для того, чтобы, когда я буду вязать рисунок, то полотно стягивает, и лишний провязанный ряд даст мне небольшую компенсацию. Теперь мы будем считать началом ряда не этот хвостик, а вот с этой стороны. И отметим мы это начало ряда. И теперь здесь начнем вязать ладонь. А с обратной стороны мы будем вывязывать тыльную сторону рисунок. Теперь нам необходимо провязать 3 ряда без прибавок. Вяжем первый ряд. Вяжем лицевыми, одновременно меняя чулочные спицы на круговые спицы номер 3,25. Лицевую, которая была провязана лицевой, провязываем за переднюю стенку. А вот ту петлю, которая была провязана изнаночной, мы провязываем лицевой только за заднюю стенку. Над лицевой, которая была лицевая, лицевую за переднюю стенку, а над изнаночной провязываем лицевую за заднюю стенку. И проверяем. С этой стороны, где мы будем вязать ладонь, у нас должно быть 18 петель, а с обратной стороны у нас должно получиться 20 петель. И продолжаем вязать лицевыми петлями 2 и 3 ряд. 4 ряд. В 4 ряду нам необходимо поделить петли на 2 части. 11 петель у нас уйдет на пальчик, 7 петель у нас останется на ладошке, и к 7 петелькам мы будем прибавлять по 1 петли через ряд, пока не получим 18 петель, включая 2 петли, которые мы добавим вот здесь под пальчиком для замыкания вязания в круг. Провязываем 7 петель. 3. И теперь мы делаем прибавки вот таким образом. Хвостик на себя.
Тогда у нас будет сделана прибавка с наклоном вправо. Так, мы вяжем левую варежку, и прибавки у нас будут с наклоном вправо. Можно повесить маркер. И вот это место, где у нас сделана прибавка, постарайтесь подтягивать, чтобы у нас тут дырки не получилось. И вяжем далее 4-й ряд до конца. Пятый ряд мы вяжем без прибавок. Вот эту вот петельку нам необходимо провязать за заднюю стеночку. Таким образом. Вот. Маркер можно перекинуть. И дальше вяжем весь ряд до конца лицевыми. 6-й ряд. На ладошке мы делаем одну прибавочку. Провязываем 8 лицевых петелек. Теперь перед маркером делаем прибавочку с наклоном вправо. Делаем вот такую петельку, набрасываем на спицу. Хвостик на себя затягиваем. И далее провязываем 11 петелек. А на обороте 6-го ряда мы будем вывязывать рисунок. Для своей варежки я решила взять рисунок «Сложная коса». Вот так он выглядит. Схематически рисунок выглядит вот так. Делаются перекрестия в каждом 6-м ряду. Делается перекрестие 4 на 4 с наклоном влево. И второе перекрестие 4 на 4 с наклоном влево. Но вот тут мне в этом варианте очень не нравится вот это место, где образуется такая порядочная дырочка. У меня есть образец, он немножко связан в зеркальном направлении, но это не так важно. Я хочу показать вам вот эту дырку, которая получается между вот этими перекрестиями, находящимися рядом. Я бы не хотела, чтобы на моих варежках была эта дырка. И узор я изменила. Мой узор будет выглядеть вот немножко по-другому. Я здесь добавлю 2 петельки, чтобы не было дырочки. То есть я свяжу 5 рядов лицевыми петлями. В 6-м ряду начну делать перекрестие. Перекрещиваем 4 на 4 петельки с наклоном влево. Провязываем 2 лицевых петли. Затем перекрещиваем 4 на 4 петли также с наклоном влево. Провязываем 5 рядов лицевыми петлями. И здесь делаем перекрестие 4 на 4 петли, но уже с наклоном вправо. И я решила не выделять свою косу вот здесь изнаночными петлями, а провязать с двух сторон по 2 петельки лицевыми петлями. И ширина моего узора составит 22 петли. Но так как у нас здесь на спице 20 петель, то мы с вами решили добавить по одной петельке в каждом из перекрестий. Как мы это сделаем? Сначала я провяжу вот эти 2 петельки лицевых. Затем мне нужно сделать перекрестие 4 на 4 петли. Я снимаю 4 петельки, оставляю их перед работой. Затем провязываю одну лицевую петлю, а затем буду добавлять одну петельку. Я сделаю это так. Провяжу лицевую за переднюю стенку и в эту же петельку лицевую за заднюю стенку. Мы добавили одну петлю, и у нас тут
3 петельки. Провязываем 4-ю петельку. И теперь переносим 4 петли с дополнительной спицы, провязывая их лицевыми. Теперь провязываю вот эти вот 2 петельки разделительных. И снова мне надо перекрестить 4 петельки с наклоном влево. Снимаю 4 петли на дополнительную спицу. Провязываю 1 петлю, затем добавляю 1 петельку таким же образом. Одну провязываю за переднюю стеночку петельку, вторую за заднюю. Получаем 3 петли и провязываю 4-ю петлю. Вот на спице у нас 4 петли. Теперь провязываю 4 петельки лицевыми с дополнительной спицы. Выскочила у меня. И 2 последние петельки, вот эти, провязываю лицевыми. Вот. Первое перекрестие у нас готово. Здесь мы добавили по 1 петельке, и у нас на спице 22 петли. Седьмой ряд. Провязываем все петли лицевыми. Доходим до петельки, которая у нас была прибавлена в предыдущем ряду, и провязываем ее за заднюю стеночку. Переходим на изнаночную сторону, где мы рисунок вывязываем. И также их провязываем все лицевыми. Как вот вы вяжете за переднюю стеночку, если вы вяжете бабушкиными петельками или классическими, так их и все и провязывая. Будьте внимательны, не пропустите ни одной. И вот все петли, как вы вяжете, так вы их и провязываете. Все лицевые петельки. Проверяйте, их должно быть 22. Провяжите следующих 4 ряда самостоятельно, делая по 1 прибавке через ряд, то есть в каждом четном ряду. Я вам тут порядное описание оставлю. Провязали мы 11 ряд. Теперь на спицах у нас на ладони 22 петли, на обороте также 22 петли. И вот мы уже видим наш клин для пальца. Так как мы делали прибавки с наклоном вправо, и каждая прибавка идет левее предыдущей, то у нас получается клин смещен влево для варежки левой руки. Вяжем далее 12 ряд. Делаем 1 прибавочку на ладони.
А на обороте в 12 ряду мы продолжаем вывязывать наш узор. Теперь нам нужно сделать одно перекрестие вправо, 4 петельки на 4. Провязываем 7 лицевых петелек. Затем снимаем 4 петли на дополнительную спицу. Оставляем их за работой. Затем провязываем 4 петли лицевые. Теперь 4 петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. И теперь провязываем остальные 7 петелек. Вот мы получили второе перекрестие нашей косы. Тринадцатый ряд вяжем без прибавок. Далее 4 ряда провяжите самостоятельно, делая прибавки через ряд в каждом четном ряду. Прибавки делаем на ладони. 18 ряд. Делаем одну прибавочку на ладошке. Далее провязываем все лицевые. А на обороте продолжаем вывязывать рисунок. Мы должны провязать перекрестие 4 на 4 с наклоном влево. То есть раппорт узора у нас повторяется. Провязываем 2 петельки. Затем 4 петельки переносим на дополнительную спицу. Петли перед работой. Провязываем 4 петли. Затем провязываем 4 петли с дополнительной спицы. Две разделительных петельки. Снова переносим 4 петли на дополнительную спицу. Провязываем 4 петельки. Провязываем 4 петли с дополнительной спицы.
И последние 2 петельки. Вот перекрестие мы сделали. Теперь провяжите 2 ряда самостоятельно. 19 ряд без прибавок, а в 20 ряду сделайте 1 прибавочку на ладони. Провязав 20 ряд, у нас получилось, что мы сделали 9 прибавок. 7 петелек мы оставляли для ладошки, сделали 9 прибавок, и у нас должно получиться вот здесь 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 петель у нас получается для ладошки. Далее нам нужно сделать, прибавить 2 петельки. Здесь у меня в разрезе пальчик. Здесь мы должны прибавить 2 петельки. А вот из этих 11 петель 2 петли мы должны перенести на бок варежки. То есть наша рука располагается таким образом, что пальчик все-таки смещен вперед, а не вот так. И поэтому вот сюда нам нужно добавить 2 петельки с 11 петель, которые у нас приходились на пальчик. 21 ряд. Провязываем все петельки лицевыми. Вот эту петельку провязываем за заднюю стенку и постарайтесь провязать ее плотнее, чтобы когда мы будем вывязывать дырку под пальчик, не было тут дырочки. Вот это вот место поплотнее провяжите. И с оборота также вяжем лицевыми петлями. Двадцать второй ряд. Провязываем 16 петелек. Вот эту 16-ю петельку постарайтесь получше подтянуть. Далее из 11 петель, которые нам нужны для пальчика, нам нужно снять 9 петелек или на ниточку, или на дополнительную спицу, на булавку, что у вас есть. Я сниму на ниточку. И у нас останется 2 петельки, которые нам нужно будет перенести назад вот на эту сторону руки. Но пока я ставлю их на этой спице, чтобы когда я буду вывязывать вот тут вот соединять в круг, оно не растянулось и не было дырочки. Сделаем 2 прибавки. Подтяните их получше. И провяжем вот эти 2 петельки. На обороте провязываем все петли лицевыми.
23 ряд. Вяжем и с лица, то есть и с ладони, и с оборота все петли лицевыми. Здесь, где мы добавляли петельки, их очень сложновато провязать, но надо постараться. Одна. Вторая. И 2 петельки. С оборота. С оборота вяжем все лицевые петли. Вот у нас уже образовался пальчик. Так. Двадцать 24 ряд. На ладони нам надо провязать 18 лицевых петель. И вот эти 2 петельки теперь мы можем перенести на обратную сторону варежки. И на петлях у нас осталось 18 петель. И ладонь варежки мы теперь будем вязать до конца на 18 петлях, пока не начнем делать убавки на мыске варежки. А с оборота мы будем теперь вязать на 24 петлях. Теперь на обороте нам нужно сделать следующее перекрестие. Делаем перекрестие 4 на 4 петельки с наклоном вправо. Только из-за того, что мы перенесли сюда 2 петли, мы теперь провяжем не 7 лицевых петелек в начале, а 9. Вяжем 9 лицевых петель. Теперь снимаем 4 петли на дополнительную спицу. Оставляем их за работой. Провязываем 4 петли. Теперь провязываем 4 петли с дополнительной спицы. И оставшихся 7 петель провязываем лицевыми. Еще одно перекрестие у нас готово. Далее провяжите 5 рядов самостоятельно, без прибавок. На ладошке теперь у нас 18 петелек, а на обратной стороне у нас 24 петли. 30 ряд. На ладошке мы вяжем все лицевые петельки.
На обороте нам снова нужно сделать перекрестие 4 на 4 петельки с наклоном влево. Провязываем 4 петельки, так как 2 мы перенесли с пальчика. 4 петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Провязываем 4 петельки лицевыми. Затем 4 петли с дополнительной спицы. Две петельки лицевых провязываем разделительных. И снова снимаем 4 петли на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Провязываем 4 петли лицевыми. Снова 4 петли провязываем с дополнительной спицы. И оставшихся 2 петельки провязываем лицевыми. Вот следующее перекрестие мы сделали. Далее провяжите 5 рядов самостоятельно лицевыми петлями. Обратите внимание, что наша рука в этом месте самая широкая, а дальше к пальцам идет заужение. Поэтому на варежке я делаю убавки в рисунке. На ладони у нас 18 петель. На той стороне, где мы вывязываем рисунок, у нас 24 петли, поэтому я убавлю на задней стороне 6 петелек. И убавки буду делать в каждом из перекрестий. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И первая убавка будет сделана вот в этом перекрестии. Это будет 36 ряд. Когда мы сделаем все убавки, дойдем до мыска, у нас на одной стороне и на другой стороне уже будет по 18 петелек, и мы начнем вывязывать мысок варежки. 36 ряд. На ладони вяжем все петли лицевыми. На обороте нам необходимо связать одно перекрестие и убавить одну петельку. Провязываем 9 лицевых петель. Снимаем 4 петли на дополнительную спицу. Петли за работой. Провязываем 4 петельки лицевыми. Затем провязываем одну петлю с дополнительной спицы. И дальше делаем убавку, провязывая 2 петли вместе. И еще одну петельку. То есть у нас получилось 3 петли. И провязываем оставшихся 7 петель. Далее провяжите 5 рядов самостоятельно лицевыми петлями. 42 ряд. На ладони вяжем все петли лицевыми. На рисунке нам нужно сделать 2 перекрестия. В каждом из перекрестия убавить по одной петельке. Развязываем 4 лицевых петли.
Снимаем 4 петельки на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Дальше нам надо сделать одну убавочку. Провязываем одну петлю, затем 2 петли вместе и еще одну петлю. У нас на спице получается 3 петли. Провязываем 4 петли с дополнительной спицы. Затем провязываем между перекрестиями не 2 петельки, как раньше, а всего лишь одну. Снимаем 4 петли на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Провязываем одну петлю, затем 2 петли вместе и еще одну петлю. Получаем 3 петельки. Провязываем 4 петли с дополнительной спицы. И у нас осталось провязать 2 петельки. Вот, и мы связали еще 2 перекрестия, убавив в каждом из них по одной петельке. Далее провяжите 5 рядов самостоятельно лицевыми петлями. 48 ряд. Ладонь мы провязали все лицевые петли. Теперь на рисунке вывязываем первых не 9 петель, а 8. Затем снимаю 3 петли на дополнительную спицу. Оставляю их за работой. Провязываю 3 петельки. И теперь с дополнительной спицы мне надо сделать убавку. Провязываю 2 петли вместе лицевой и оставшуюся одну петельку. И 7 последних петель провязываем лицевыми. Еще одну убавочку мы сделали. Дальше провяжем лицевыми не 5 рядов, как обычно, а 4, потому что будем следующее вязать вот это перекрестие, в котором будет перекрещено 3 петельки на 3. И здесь было 3 петельки перекрещено на 3. Поэтому между ними свяжем не 5 рядов, а 4. Провяжите 4 ряда самостоятельно. 53 ряд. Ладошку провязали, на обороте вяжем 4 лицевые петельки. Затем снимаем 3 петли на дополнительную спицу, оставляем их перед работой. Теперь делаем убавку, провязывая 2 лицевые вместе. И провязываем еще одну петельку. Теперь провязываем 3 петли с дополнительной спицы. Провязываем одну разделительную петельку. Снова снимаем 3 петли на дополнительную спицу перед работой. Делаем одну убавку, провязывая 2 петли вместе. Одну петельку провязываем. И снова 3 петли с дополнительной спицы. И остается нам провязать 3 последних петли. Последнее перекрестие мы провязали, убавив по одной петельке. И у нас сейчас на спицах на рисунке 18 петель и на ладони 18 петель. Теперь можно начинать вывязывать мысок варежки. Но до этого момента
Вот мы посчитали в прошлом видео, в первой ее части, что вот мысок варежки у меня займет 2,3 сантиметров, а моя ладонь, длина моей ладони 18,5 сантиметров. То есть до убавки мне нужно связать 16 сантиметров 2 миллиметра. На моей варежке сейчас 5 и 7. 5 и 7. То есть мне нужно связать где-то 1-2 ряда до того момента, как мы начнем делать убавки. Свяжите 2 ряда самостоятельно, а потом приступим к убавкам. Мысок варежки буду формировать ленточным методом. Между двух убавок буду провязывать 2 лицевые петельки. Убавки делать буду в каждом ряду по 7 убавок с каждой стороны. Затем у меня останется 8 петелек, которые я просто стяну в круг. И убавки буду делать вот таким образом. То есть убавка, которая будет справа, она будет наклонена вправо, а та, которая слева, будет наклонена влево. Первую убавку я делаю в 56 ряду. Провязываю первую петлю лицевой, вторую провязываю лицевой, а третью накидываю на первую. Вот таким образом. И у нас получилась убавочка с наклоном вправо. Следующие петли все провязываю лицевыми. И дохожу до последних 3 петелек. 3 петельки, вернее 2 петельки провязываю вместе за заднюю стенку и провязываю 1 петлю. Вот первых 2 убавочки мы сделали. На обороте провязываем первую петлю лицевой, вторую лицевой и третью накидываю на вторую. Вяжу все петли лицевыми. Три последние петли, 2 провязываю за заднюю стенку. И 1 лицевую. Первый ряд мы связали. Итак, дальше вяжем. Первую провязываем лицевой, вторую провязываю лицевой и накидываю на нее третью. Вяжем все петли лицевые до последних 3 петель. Две петли вместе за заднюю стенку и лицевую петлю. На рисунке первую петлю провязываем лицевую, вторую лицевую, третью набрасываем на вторую, затем все петли лицевые до последних 3 петель. Последние вот этих вот 2 провязываем вместе за заднюю стенку и лицевая петля. И вот мы уже видим наши убавочки. Здесь у нас наклоном влево, а здесь у нас наклоном вправо. И теперь провяжите по кругу, убавляя с каждой стороны по 1 петельке, пока у вас на спицах не останется 8 петель. Осталось у нас на спице 4 петельки. Теперь нам их надо стянуть в круг. Отрезаем ниточку. Стягивать я буду крючком. Ввожу крючок
Можно сразу в 4 петельки, можно по 2 петельки взять. Ввела крючок в 4 петельки, протянула ниточку. И также остальные. Вот таким образом мы стянули мысик. Теперь эту ниточку прячем внутрь и на изнаночной стороне ее заправляем. Далее будем вывязывать пальчик. Я сняла все петли с нитки на спицу. У нас на спицах сейчас 9 петель. Далее будем добавлять ниточку. Но я ее добавляю не здесь, сразу после петелек, а между петелек, чтобы у нас не получилось дырочки. Оставьте подлиннее хвостик, чтобы потом нитку было удобно заправить. И вот мы добавляем в этом где-то месте. Провязываем одну лицевую и еще одну лицевую. И дальше нам нужно поднять 5 петелек вот отсюда, где мы прибавили 2 петли. Первую петельку мы поднимем вот с этого места, вот из этой петельки. Если удобно вам поднимать спицами, поднимайте спицами. Если неудобно, можете взять крючок. Вот так мы подняли одну петельку. Вторую петельку мы поднимаем, возьму крючок, вот эту протяжку и вот эту. Вот через 2 этих протяжки поднимаем вторую петельку. Не знаю, видно будет. Вот подняли. Следующую петельку из одной этой же протяжки, которая у нас была поднята, предыдущая петелька, и из следующей протяжки. Так. Поднимаем третью петельку. Далее четвертую нам нужно поднять из вот этой протяжки и вот этой. Вот так из 2 этих протяжек поднимаем четвертую петельку. И последнюю петельку нам нужно поднять вот из этой протяжки. Видно? Вот из этой, с боковой петельки. Вот мы подняли 5 петелек. И теперь на спицах у нас 14 петель. И теперь вяжем лицевыми петлями пальчик длиной 6,5 сантиметров. Только вот будьте внимательны, когда мы пересняли с нитки на спицу, мы могли перевернуть петельки, и чтобы они у вас не получились перекрещенными. Вот, и смотрите, у нас вот здесь вот никаких дырочек не получилось. Вяжите самостоятельно пальчик длиной 6,5 сантиметров. Связала я пальчик 6,5 сантиметров.
На руке должно выглядеть вот так. Палец должен полностью быть скрыт. Теперь я делаю убавки. У меня сейчас на спицах 14 петель. Буду делать 3 убавки, но поровну на 3 не делится. В этом случае я делаю так. Там, где мне нужно сделать убавки в первую очередь, я оставляю больше петелек. То есть вот на этой первой спице я оставлю 5 петелек, на второй оставлю 5, а на третьей у меня спице останется 4 петельки. И убавление буду делать следующим образом. Первые петли я провязываю лицевыми, а 2 последние так за заднюю стенку вместе. До 2 последних провязываем лицевыми. И 2 последние за заднюю стеночку вместе. И так провязываем до конца, пока не останется 3 петельки, и 3 петельки стянем в круг. Закрыли мы пальчик, осталось на спице 3 петельки. Теперь мы можем обрезать ниточку и стянуть все эти 3 петельки. Связали мы варежку для левой руки. Варежка для правой руки вяжется точно так же, только в зеркальном отображении. Разница только вот в клине для пальца. Для левой варежки мы вязали накиды с наклоном вправо, а на правой варежке мы будем вязать накиды с наклоном влево. Сейчас я вам это покажу. Провязала я резиночку и 3 ряда. В 4-м ряду мы делаем прибавку на ладони. Нам нужно петельки поделить, 11 петелек оставить справа для пальчика и 7 петелек у нас останутся для ладони. Вяжем 11 лицевых петель. И делаем прибавку с наклоном влево. Вот таким образом. Хвостик от себя. И дальше провязываем оставшихся 7 петель. Пятый ряд провязываем все петли лицевые. 11 лицевых петель. Доходим до прибавленной петельки и провязываем ее за переднюю стенку. И дальше провязываем оставшихся 7 петелек. Шестой ряд делаем еще одну прибавочку. Провязываем 11 лицевых петель. Делаем прибавку с наклоном влево таким же образом. И теперь у нас 8 петелек, которые нам надо провязать лицевыми. Седьмой ряд провязываем все петли лицевыми. Вот эта прибавленная петелечка, провязываем ее за переднюю стенку. И довязываем оставшихся 8 петель. Вот у нас начинает получаться клинышек. Мы делаем прибавки с наклоном влево через ряд. Каждая прибавка у нас идет правее предыдущей.
Поэтому вот этих 11 петелек будет смещаться вправо, и мы получим клин для пальца правой руки. Вот такие замечательные варежки у нас получились. Я очень рада, что вы вязали вместе со мной, и жду вас снова в гости.